Я приветствую вас, дорогие зрители, на своем канале. Сегодня в видео я расскажу вам про самую опасную работу в мире, о которой мало кто знает. Данная работа настолько опасна, что заставит даже самых смелых испугаться не на шутку, без преувеличений. Работа называется «Сборщик безумного меда в Непале». Помимо того, что это самая опасная, так это еще и самая страшная работа в мире. Что она из себя представляет? Дважды в год в высокогорьях охотники за диким медом собирают весьма необычный мед, который называется безумным. Такое название меда не потому, что он безумно вкусный, а потому что он обладает галлюциногенными свойствами. Употребление данного меда в больших количествах невероятно опасно, может даже привести к смерти. И то, так называемый безумный мед даже в малых количествах, меньше чайной ложки, может быть ядовитым. Он может вызвать тошноту, рвоту, головокружение, слабость, галлюцинации, нарушение в работе сердца. Все из-за содержания в данном меде андромедотоксина, который производится самыми большими пчелами в мире из цветков рододендрона. В общем, самое главное, что нужно знать о этом растении, так это то, что оно содержит весьма большое количество андромедотоксина, который благодаря пчелам и попадает в мед, делая его безумным и ядовитым. Но зачем, раз он ядовитый, зачем людям добывать данный вид меда? Он невкусный, имеет горьковатый вкус, а еще содержит андромедотоксин. Дело в том, что добыча безумного меда для многих жителей Непала – это как традиция, они собирают его и едят. Они верят, что данный мед имеет лечебное свойство, что это лекарство от всех болезней. Не знаю, как там с лечебными свойствами этого меда, правда это или нет. Знаю только одно – на сегодняшний день безумный мед запрещен во многих странах мира. Сегодня его приравнивают как какое-то наркотическое средство. Однако местных жителей Непала это никак не волнует. Они как продолжали, так и продолжают собирать безумный мед, прекрасно понимая, что данный сбор может стать для них последним. Ведь сам сбор меда невероятно опасен и может стоить жизни охотника. Сейчас, пожалуй, самое время рассказать про все опасности этой работы. Когда охотники за диким медом обнаруживают улей с пчелами, они поднимаются на сотни метров вверх по опасным и скользким скалам. Чтобы добраться до самих сот, сначала охотники мастерят лестницу, далее, полагаясь только на нее и свою умелость, ловкость и профессионализм, охотники спускаются по самодельной лестнице, приближаясь поближе к улью. Моментально пчелы, почувствовав что-то неладное, тут же начинают нападать на охотника, который уже начал сбор сот с безумным медом. В течение этого сбора охотника может ужалить от 100 до 200 пчел. Из-за этого охотник с легкостью может потерять сознание и упасть вниз с огромной высоты, которая легко его убьет. Тем более у охотника нету страховки, и любое его неправильное движение и неправильная балансировка, и он может погибнуть. Это на самом деле невероятно сложно. Одной рукой срезать соты с безумным медом, другой придерживать корзину, при этом держать правильную балансировку, а еще быть готовым к тому, что тебя в любой момент могут атаковать пчелы, и при этом знать, что ты находишься на огромной высоте, где любое твое неправильное или резкое движение и все. Одним словом, конец. Поэтому, безусловно, данная работа самая опасная и самая страшная в мире. Я еще не говорю про опасную живность, которая 100% может с тобой встретиться при поисках пчелиного улья и хорошенько так тебя покусать. Уже не говорю про скользкие и крутые скалы, на которые охотники также забираются, ведь здесь тоже одно неправильное движение, и это движение станет для охотника последним. В лучшем случае, охотник получит большие травмы. Поэтому данная работа, сборщик безумного меда в Непале, самая опасная, самая рискованная, самая беспощадная и самая страшная работа в мире. Ребята, только честно, скажите, если бы за данную работу платили бы $100 000 в месяц, вы бы согласились сделать эту работу или нет? Напишите в комментариях. Поставьте лайк этому видео, если понравился контент. Не забывайте про подписочку на мой канал. А всем спасибо, всем удачи, всем пока, до встречи в следующем видео.